Друзья, ну, в начале новостного блока я всегда поясняю за название стрима. А название стрима звучит как «Вова, возьми телефон, это он звонит». Да, ну, честно говоря, не помню кто, но знаю, что малоизвестный исполнитель вот этой песни, но она очень брейнрот, как сейчас говорят, да, очень вирусной была, и, ну, вы точно, конечно, ее сразу вспомните, вот это Катя, возьми телефон», ну и так далее. Короче, понятно, да, что вдохновило на это название стрима меня звонок Трампа двум Вовам. Двум Вовам. Вова это, конечно, тяжелый случай на Руси. Ну и по порядку. Вчера состоялся долгожданный, ну и, конечно, более важный, чем второй следующий созвон. Созвон Трампа-путинский, созвон Трампа с Путиным. Созвон Трампа с Путиным пару часов длился. Интересно, что это вроде как исторически самый долгий разговор между, не знаю, главой России, да, ну скажем так, да, лидером России и американским президентом, да. Ну, правильно обратил внимание, наверное, Солонин. Ну, интересно, хотя я не считаю это реально каким-то целесообразным аргументом о том, что э, разные итоги стороны объявили, да, в том смысле, что разные по объему. Ну, мне кажется, это довольно традиционно, да, ну и понятно, что для России это в любом случае более важный звонок. Ну, какие итоги звонка, да? Тут, конечно, зависит от ваших ожиданий. На мой взгляд, многое определили ожидания от этого звонка. Я как-то для себя был удивлен. Ну, может, я перебуваю під впливом українського інформаційного простору, да, под влиянием украинского информационного пространства, в смысле того, что Путин не пойдет на договорняк, хотя я сам недалек от этих взглядов и всегда их озвучивал, да, что я считаю, что, ну, не знаю, насколько сейчас, потому что, конечно, неожиданный поворот, в смысле, прямо перезагрузки глобально отношений американо-российских. Но без этого то сложно было понять, почему бы Путин отказался от уже вложенных сюда ресурсов, да, и пошел бы на прекращение войны. Ну, то есть я в целом недалек был от того, что все время в Украине озвучивают, о том, что Путин, блядь, будет воевать до конца. Ну и в общем, да, я как-то был удивлен тому, что у людей были очень завышенные, ну, у меня сложилось такое впечатление, что и у медиа, ну, конечно, у них у всех свой интерес, как и у украинской державы, и ее медиа. Но в целом как-то в экспертной среде, на мой взгляд, очень завышенные были ожидания от этого звонка. То есть буквально ожидания были такие, что вчерашний звонок, общение Путина и Трампа должен был войну прекратить, реально должен был установить перемирие на 30 дней. Я не знаю, для меня это казалось невероятным, да, и я думал, что вот худший результат и то, что позволит говорить как о провале, как о негативных итогах, да, это, конечно, если колдун будет послан нахуй, да, если итоги будут не в оптимистичных тонах, да, не в тонах вот этого оптимизма, а напишут, что «О, очень разговор», ну или вообще, скорее вообще ничего не напишут, такое могло быть, да. Но в целом-то оптимистичный тон сторон, да, и в первую очередь американский, ну, наверное, все так же позволяет сохранять сдержанный оптимизм тот самый. Это просто об ожиданиях, да, потому что многие реально выдали по итогу оценку, что, ну, это провал, Путин не согласился на это перемирие. Думаю, если бы он реально как-то не согласился, то мы бы совсем другие оценки услышали об этом звонке. Ну, вообще, звонок очень загадочный, потому что реально оценки этого звонка сторонами, да, и то, что было там, по сути, оно отличается друг от друга, в смысле комментарии российской стороны и американской стороны. Ну, помимо объема написанной информации, что американцы написали об этом намного меньше и куда менее подробно, то российская сторона, например, да, это еще и не самая главная загадка этого звонка. Российская сторона настаивает на том, что обсуждали они, озвучивали там во время этого звонка требование московское, которое звучит так, что на время мы пойдем на перемирие, но на время этого перемирия Украина должна остановить принудительную мобилизацию, и Америка, ну вообще вот как раз даже не звучит Америка. Украина должна перестать получать военную поддержку. Но если с военной поддержкой, то это не мы решаем, да, очевидно. Хотя даже непонятно, кто решает. Ну, то есть Америка решает свою поддержку, но хватит ли ей мочи, сил, аргументов и рычагов
и решительности, да, и желания их применять, убедить всю остальную Европу, Украину не поддерживать этих 30 дней. Это вопрос открытый, и ответа на него дать очень тяжело. То есть сомневаюсь, что возможно вот это. Хотя со своей стороны США могут давить на Украину, да, то есть, ну, решить они у себя это могут. И, скажем так, тут вопрос того, чего они хотят, как они рассчитывают, как они это видят. В общем, хозяин-барин, да, в целом это, скажем так, вещь, которую я бы не исключал, да, такое развитие событий. Но только со стороны США. Хотя нужно сказать, что Украине и этого достаточно для того, чтобы любые требования США выполнять, потому что рычаг давления для Украины это очень сильный, все-таки ключевой партнер. Так вот, и интересно здесь, да, вот Москва говорит о том, что это обсуждалось, это озвучивалось, при этом Трамп, во-первых, не сказал, что это озвучивалось, а позже, уже общаясь с журналистами Фокса, сказал на прямой вопрос об этом, сказал, что нет, эта тема не подымалась. Загадка. Загадка, потому что, ну, как бы говорили, но говорили о разном. Либо кто-то врет. Непонятно. Ну, не может же быть так, согласитесь, довольно дико. Тут, ну, варианта два, наверное. Либо Москва выдает желаемое за действительное, да, то есть миру показывает жесткую позицию, которой у нее реально нет, которую она Трампу не озвучивает. Либо Трамп выдает какую-то свою ложную позицию, будто бы он такого не обсуждает, а на самом деле он это обсуждает. Вот и думайте. Это первая загадка. Вторая загадка еще более загадочная. Она связана с прекращением огня частичным. Наверное, не совсем даже правильно говорить вот в формулировке «частичное прекращение огня», потому что очень сильно перекликается с макроновской формулировкой о частичном прекращении огня. Эммануэль Макрон, президент Франции, предлагал такую формулу, да, что можно установить перемирие в воздухе, вообще в воздухе, и на воде. Ну, на воде это еще что-то не очень важное, но вот в воздухе это очень выгодные для Украины условия и очень невыгодные условия для Москвы, потому что если, ну, нужно ли говорить, но, наверное, нужно, потому что как-то не для всех это очевидно, я об этом нигде не читаю, что все-таки всеобщее, да, перемирие в воздухе подразумевает неприменение России авиации, да, а значит, самое, мне кажется, очень важное, что влияет реально на положение на фронте, да, это вот эти управляемые авиабомбы планирующие, да. У Украины их нет, у России они есть, и они очень сильно влияют на положение на фронте. Для Украины это очень выгодно, для Москвы невыгодно. И когда люди сравнивают вот этот вариант, выгодный для Украины, с вариантом, да, и выдают буквально это почти что за одно и то же, да, и выдают потом вот эту вещь с неударами, очень размыто. Стороны по-разному об этом отзываются, все три: Украина, США и Россия, да, когда сравнивают и как проводят равно, да, между вот этим вот вообще в воздухе и неударами по энергетике и инфраструктуре, что такое инфраструктура, вообще не до конца понятно. Ну вот, как определить здесь инфраструктуру? Но это просто все было более актуально вчера, когда я об этом думал и это писал. Сейчас вроде как определились команды, да, определилась, ну, по крайней мере, вырисовывается какая-то тактика, стратегия, да, что Украина определит какой-то список целей, которые атаковать нельзя. Ну, наверное, Москва тоже определит какой-то список целей. Ну да, нужно ли, в общем, точнее, да, нужно сказать точно, что разница очень большая между вообще, скажем так, прекращением каких-либо ударов с воздуха, да, и тем, что не будет атаковаться энергетика. Нужно сказать, что от украинской энергетики уже хуй да нихуя осталось за время этой войны. Реально, ну вот вроде как общее место такое, что есть одна только такая уже осталась болезненная точка для Украины, да, это то, что будут атакованы атомные электростанции. Не то, что они будут уничтожены, а просто будет повреждена их инфраструктура, которая приведет к их остановке, да, а это, понятно, такой тяжелый процесс, к их остановке, и в Украине будет блэкаут. Вот. При этом в случае же, да, России и угроз, которые связаны с этим, то Украина регулярно и довольно эффективно атакует их НПЗ, да. Довольно забавно получилось, что на всех предыдущих стримах, когда обсуждалась еще идея Макрона, я как раз говорил о том, что мне кажется, Олег Кашин не прав, потому что он говорил, что Макрон будто бы подыгрывает Москве, потому что сейчас у Украины очень такая большая удача, она бомбит
удачно и эффективно, и Россия ничего не может сделать пока что. Вот эти нефтеперерабатывающие заводы, другие мощности, связанные с важным сектором, важнейшим сектором российской экономики, с энергетикой, с ее экспортом. И вот Макрон хочет этот кран закрыть. Я говорил, ну нет, на самом деле это не так. Если прекратить удары с воздуха, то да, конечно, мы потеряем там эти удары по НПЗ, но, блин, у нас появится очень серьезное преимущество, потому что российская авиация перестанет применяться, да, и не только авиация, дроны вот эти дальнобойные, которые сейчас в данную прям секунду атакуют Украину, шахеды тоже, по идее, подпадают под это ограничение. Притом, то, до чего договорились сейчас, ну, пока что еще где-то там пытаются договориться, но очевидно, что вот самая устойчивая формула, которой это можно определить, это не удары по объектам энергетической инфраструктуры. То есть российские НПЗ и наши, ну что, трансформаторы, оставшиеся какие-то, и вот эти, видимо, атомные электростанции, то вот это как раз именно тот случай, о котором говорил Кашин. Очень неудачные условия для Украины. Неправильно даже сказать, что Украина на это согласилась, да, потому что, ну, президент Зеленский подтвердил, что хорошо, что мы движемся там к перемирию, мы на все согласны. Понятно, что вариантов особых нет, да, то есть нельзя даже сказать, что мы как-то, ну, можно попытаться, наверное, не согласиться, но все закончится так, как оно уже было. Явно эта администрация не очень дружелюбно расположена, не то что к Украине, не то что к Зеленскому, наверное, в целом к Украине, и более глобально видит картину. То, в общем, да, все, чем бы это могло закончиться, это опять обвинением Украины в недоговороспособности и в давлении на Украину через военную поддержку. В общем, будущее очень легко просчитать, и в этом смысле понятно, что ну, нас вынудили, да, деваться некуда. Нас даже и не спрашивали, нужно ли говорить, что это довольно загадочная, ну, изначально выглядело как очень загадочная договоренность, и люди там... Ну, я вот не знаю, где источник этих новостей о том, что Россия сбивала свои дроны, которые были нацелены... Я думаю, дроны, наверное, можно просто как-то отключить, ну, мне кажется. Так же звучит бредово. Сбивала свои дроны, которые были нацелены на энергетические объекты в Украине. Ну, звучит как шизофазия. Но в целом просто это такая очень загадочная договоренность вчера, да, которая как будто была достигнута, да, в том смысле, что она нигде не формализована. Ну, то есть ее юридически не существует, никто ничего не подписывал, она, ну, на тот момент носила устную форму абсолютно, причем еще и в неточных формулировках. Америка пишет о том, что это энергетическая и еще какая-то инфраструктура, блядь, ну, все инфраструктура. Горсоветы там, да, которые они там бомбят иногда, тоже инфраструктура, ну все инфраструктура тут. Это очень широкое определение. Российская вообще не говорит о инфраструктуре, говорит об энергетике только. Ну понятно, им это интереснее всего, потому что это НПЗ. Ну, в общем, вот такие итоги. Но, тем не менее, да, это мало о чем говорит в смысле провала, не провала, но много, мне кажется, говорит в смысле провала, не провала, это, конечно, оптимизм сторон, что они его не теряют. Ну, в первую очередь США, да, что все еще, по крайней мере, выражают твердую уверенность в том, что возможно достичь прекращения огня. Ну, на этом фоне нужно, наверное, сказать, что, ну, вроде стрима после этого не было, я об этом еще не говорил, что благополучно закончилось прекращение огня, сорвался договорняк в секторе Газа, да. Те же самые страшные вот эти слова, которые, конечно, меня пугают, когда Стив Уитков говорит об Украине, это фазы, те самые фазы, переход между первой фазой и второй фазой. Ну, стороны обвиняют друг друга, там, Израиль говорит о том, что не дали заложников, Хамас говорит о том, что не ушли с Филадельфийского коридора. Ну, в общем, понятно. Суть в том, что снова началась война, да, и вот эта схема фаза 1, потом наступит фаза 2, и как бы, ну, понятно, еще особое отношение администрации Трампа к Израилю. Понятно, я ситуации не сравниваю, но в целом вот эта сама концепция, что вот прекращение огня, а потом давить на стороны и как бы надеяться, что война не начнется, потому что никто ее как бы и не хочет. Война это плохо, и главное, ты имеешь какие-то рычаги давления на стороны. Но все-таки, наверное, не позволяет провести равно, но все равно настораживает. Все равно настораживает. Понятно, что скептикам это дало много аргументов, да. Там, наверное, сейчас тяжело найти западное медиа, которая бы крупная, которая бы не написала об этом, что ну вот этот мастер мира, до чего он дорегулировался уже. Ну да, многие сказали, что, наверное, перемирие закончится, когда Трамп начал бомбить хуситов йеменских, да. Ну, в общем.
эти тревожные фазы и надежда на то, что можно просто добиться бесконечного продолжения прекращения огня и выдавать это как бы за то, что мир достигнут. Здесь не сработало. Хорошо. Ну, в общем, вот такой был первый созвон. Вот такой был первый созвон. Загадочный, реально, с противоречивыми комментариями. Но, тем не менее, оптимизма США не утратили, а это еще дает нам как бы надежду. Ну, наша здесь как бы, ну, вот такой очень некрасивый штамп, да, в смысле субъектность наша тут, ну, маленькая, в смысле нам только остается повиноваться. Да, комментарии Белого дома, понятно. Ну да, еще я как-то не упомянул важный, конечно, не идеальный, но важный момент это то, что мгновенный реально случился обмен пленными крупный очень, 175 на 175 человек. Непонятно, почему такое число. Конечно, лучше всего и самым четким сигналом о мире, как я говорил, был бы, конечно, обмен всех на всех. Но, как видите, этого не происходит. Не происходит. Хорошо. Ну, еще там была забавная вещь про хоккей, НХЛ, КХЛ. Ну, тоже, наверное, говорит о сумасшествии нашего времени. Я думаю, что с точки зрения рыночной, да, наверное, это очень успешно. Думаю, что там популярность такого хоккея вырастет, потому что у него появится такая политическая плоскость. Даже комментарий такой, кому он интересен. Ну, из того, что мы будем ждать, это то, что назначили, они мгновенно решили, ну как это, безотлагательно договорились о формировании там следующих переговоров по договорнику, которые будут, ну, там же в Саудовской Аравии 23 числа этого месяца, через пару дней. И там как бы будет уже более четко сформулировано, что имеется в виду, более четко определено, напомню, определено между США и России, да, то есть не между Украиной и Россией будет четко определено прекращение, вот это частичное прекращение огня. Вот. Да, ну, были комментарии президента Зеленского по этой теме. На ходу я то, что смотрел онлайн, это его вечерний комментарий, где он по зуму общался с журналистами. Там он сказал, ну, интересные вещи, на самом деле очень здравые, да, мы их уже когда-то говорили, о том, что, ну, его там спросили, как вы относитесь к тому, что нужно также сказать, что целый абзац, там их всего штуки 3, целый абзац был посвящен в комментарии Белого дома о разговоре Путина и Трампа, целый абзац был посвящен Ближнему Востоку. И там они по итогу договорились, ну, видение американской стороны, к тому, что Иран никогда не должен стать таким сильным, чтобы уничтожить Израиль. Звучит комично, но это правда. Но многие люди говорят, что интересно, как это повлияет на шахиды. Я думаю, никак, потому что, конечно, шахиды России давали не за доброе слово, а явно, ну, это там в каком-то бартере или в какой-то торговой сделке, да. Ну, в общем, это вещь покупная, так или иначе. Но все равно забавно. И вот президента о чем-то таком спросили, и он очень правильную вещь сказал, президент Зеленский, что Россия, конечно, пытается как можно сильнее расширить сферу своих каких-то договоренностей, обсуждений с США для того, чтобы Украина там занимала как можно какой-то более второстепенный план. Как можно дальше ее где-то отодвинуть, чтобы как бы точек торговли было как можно шире. Мудрая мысль, здорово, что они ее понимают. Сделать, конечно, ничего нельзя, но понимание это уже хорошо. Ну, также он сказал какие-то тревожные слова о том, что, ну, подлый Путин, ждем от него максимальное наступление в ближайшее время, в смысле по фронту. Ну и что, да, недоговороспособны. Но это понятно, что обе стороны будут говорить, что, ну, это он не хочет, нет, он не хочет, а мы им вот сказали сделать это, а они не хотят, а Украина без предварительных условий говорит, что мы согласны, а они вот не согласны. Наверное, это слабо влияет, конечно, на реальное положение вещей. Были потом где-то в этом же промежутке комментарии упал на Моченого по Ближнему Востоку, но все-таки главному по переговорам с Москвой со стороны США Стива Уиткофа касательно того, что до договорняка недолго. Вот он наибольший такой живчик, заряжатель оптимизма. Он говорит, что до договорняка недолго. Говорит, может быть 2 недели. Может быть 2 недели до прекращения огня на 30 дней. Непонятно откуда, блядь, вот такой оптимизм, особенно учитывая ту вот ноту какую-то, да, тот тон, который транслирует Москва, и реально начинаешь задумываться о том, что, ну, либо Украину прям, блядь, действительно жестко ликвидируют, но при этом США в этом не признаются пока что. Либо Москва выдает желаемое за действительное, да, выдерживая вот такую со своей стороны позицию как бы силы в переговорах. Хотя американцам они говорят что-то совсем другое. Ну, в общем, вот такие загадки времени. Ну, 2 недели, понятно, напоминает Арестовича про 2-3 недели.
Ну да, я уже сказал о том, что Путин, ну, комментарий Кремля, что мы обсуждали тот момент, что Украине должна быть прекращена военная поддержка, и Украина должна остановить мобилизацию. Ну, вряд ли Украину можно заставить что-то остановить, но США сами могут решить, конечно, прекратить ее поддержку на этих 30 дней. Но тут другой вопрос, что делать с европейскими, да, союзниками. Э, То да, Трамп сказал, что это не обсуждалось, и потом Пескова спросили пресс-секретаря Путина, и он подтвердил, что это обсуждалось, как бы. Ну, тут нельзя сказать, что подтвердил или опроверг, но в смысле они настаивают на своем. Это просто как бы насколько загадочный разговор, согласитесь. Ну, тоже, да, еще сегодняшний Зеленский, да, сегодняшний президент еще что-то сегодня говорил, до созвоном еще с Трампом, о том, что перемирие мы, типа, на него согласны, но его нарушили сегодня. Это тоже интересный комментарий, учитывая, что мы где-то там, на юге России, какую-то нефть, там важную вещь разбомбили вообще в пух и прах, горит она сильно, громко даже сейчас. Ну вот, и российский сегодня тоже удар какой-то был по энергетике. В общем, говорит, нарушают, нарушают. Ну и также интересно, что президент на таком уровне, как бы не пришлось опять менять потом позиции на ходу, да, на таком уровне заявил, на высоком, да, это не министр иностранных дел, а все-таки президент сказал красные линии сокращения армии, сказал, что он не будет с российской стороной обсуждать вопрос сокращения армии украинской. Но это возможно ее обсудит просто американская сторона с российской между собой, да. Но я все-таки тоже все время говорил, что это, наверное, одно из реально недопустимых требований, просто нужно ли его на таком уровне артикулировать. Но, наверное, для Украины действительно, для украинского керівництва, вне вот таких каких-то политических тонкостей, лучше, типа, воевать лопатами, чем, конечно, согласиться на сокращение армии, потому что это, конечно, худший сценарий. Хорошо, да, ну и сказал, что список энергообъектов передадут США, там, и вот это все. Созвон Зеленского и Трампа. Сейчас он у меня написан, вы поняли, это как я планировал рано запустить стрим, да. Ну, пресс-секретарь Левит, девочка, да, Белого дома, сказала, что фантастик. Фантастик. Ну, тон радует, фантастик. Разговор прошел, фантастик. Фантастик, ну, тоже несколько часов говорили. Все совсем согласны, все подтверждают, оптимизм, короче. И вот из этого, единственное, что интересно из этого всего, это что потом в комментарии, когда Белый дом это комментировал, он сказал, ну, там, касательно энергетики, как я понял, пресс-секретарь Белого дома передал слова Трампа, и Трамп, у меня это написано так, Трамп считает, что будет круто, если США будут контролировать энергетику Украины. Это типа будет гарантией надежной ее не бомбежки. Но он, конечно, губа не дура, рука у него хапучая вообще. Что не дай, то все сразу контролировать. Не смущает, что тут тоже и властники есть этого, типа владельцы, наши родные, олигархи, грабители, наши деспоты. Ну, в общем, это сложно как-то оценить в силу бредовости, может. Но не сказать об этом тоже нельзя. В очередной раз, следующая новость, в очередной раз Политико подливает говна, да. В очередной раз Политико подливает масло в внутрішньополітичне полум'я, во внутриполитический огонь Украины. В очередной раз написавший о том и уже назвавший фамилии со стороны американской администрации, сообщает нам о том, что республиканцы ведут переговоры с украинскими оппозиционными діячами. Ну, с целью как-то там раскачать лодку, поняли? А раскачивать лодку не надо, надо просто потерпеть, не рыпаться и там обо всем договорятся. Ну, в общем, интересно, накаляет эта ситуацию в первую очередь в Украине, да, потому что интересно, как будут действовать в офисе президента. Ну, надеюсь, будут сидеть тихо, потому что если сейчас начать рыпаться, мне кажется, можно действительно на себя какой-то гнев серьезный вызвать. Гнев серьезный, в смысле, а рычаги какие у них? Конечно, санкции, да. Видимо, ну не видимо, а мне кажется, сейчас уже можно однозначно говорить, что санкции, которые ввели на Петра Порошенко, очевидно связаны именно с этим. Наверное, он какие-то контакты поддерживал с американской стороной, как самая видная и, наверное, самая влиятельная оппозиционная фигура в Украине. И, наверное, этим он на себя такой как бы решительный гнев. И даже там, ну сейчас даже где-то ему еще угрожают какими-то новыми там уголовными делами возможными. Думаю, это однозначно вещи связанные. Вот. Ну, где-то я здесь эту новость выписывал, но не могу ее найти. О том, что Петр Порошенко Бильду сообщил, что в Украине... Да, вот, Порошенко сказал Бильду, что
Бильд, ну, немецкий такой, сказал, что пан президент Зеленский ведет страну к диктатуре. Слабый он и ведет страну к диктатуре, но мы не россияне, и мы не позволим, не дадим, не дадим. Ну, мы действительно не россияне, и в том смысле, что наша страна в очень сильной зависимости находится от других западных демократических стран и разных институций, и вряд ли они позволят действительно в Украине установить диктатуру какую-то. Вот. И он также говорит такую потешную вещь, что я единственный оппозиционер, в общем, который подвергся вот этим санкциям жестким, жестоким. Ну, это, конечно, неправда, потому что, ну да, действительно, он единственный, кто подвергся санкциям, но многие оппозиционеры, буквально его коллеги по парламенту, просто сели в тюрьму за свои политические убеждения, да. При этом они даже не какие-то такие крупные махинаторы, как он, да, даже не олигархи такого калибра. Но это просто на тему, конечно, того, что ну ты уже вот ну находишься на краю, еще чуть-чуть и уже в тюрьму поедешь. Даже тут, конечно, ну или будешь вынужден покинуть Украину надолго, да. Но даже тут лицемерие он не теряет, конечно. Ну, старый волк. Другие новости, друзья, не связанные с договорником и вот этими переговорами. Новости из разряда юмора. Александр Усик защитился. Защитился. А если быть точным, то защитил как бы кандидата доктора наук, да, в сфере права. Ну, пиздец. Там есть видео этого, как он защищает, даже не может, ну, даже не читал, типа, то, что там дали ему на защиту. Ну, как он может не защититься, когда он боксер, конечно, да? Кто против такого мирового чемпиона попрет? Это нас удивлять в целом не должно. Интересно, что право, кстати, а не политология, например. Как бы там политика, что-то уже такое содержится сразу с замашкой. Следующая новость такого же разряда. Мудя Игоря Мосейчука. Сегодня, блядь, утром на ровном месте. Ну, нужно сказать, что кто такой Игорь Мосейчук. Игорь Мосейчук, это, ну, теперь, наверное, хотя вот тоже, наверное, так нельзя упрощать, да, и здесь я додумываю многое за себя, многое додумываю от себя, да, но кто такой Игорь Мосейчук, да? Это человек, который, по всей видимости, был тем самым одним из, наверное, самым ярким, возможно, одним из самых ярких, тем самым проектом Москвы, да, креатурой, созданной вот пугалкой вот этой националистической, которую тогда практиковали в рамках политтехнологий. Типа, посмотрите, какие злые украинские нацики, нам нужна, типа, вот эта власть там. Видимо, это так, потому что не до конца понятно, как этот человек стал просто, ну, сейчас, очевидно, каким-то московским там сексотом, да. Будучи когда-то такой, ну, не знаю, грязной иконой национализма украинского времен василькивских террористов и так далее. Ну, в общем, вот такой персонаж, типа. Вот такой бывший парламентар. Ну да, а в чем же загвоздка, почему Мудя? Ну, в общем, сегодня утром ни с того ни с сего завирусилась. Я сомневаюсь, что там какой-то, есть ли, блядь, реально вклад офиса президента. Не, ну, наверное, есть какой-то, наверное, какой-то есть. Но просто это такая фигура, которая, мне кажется, сильно под радарами проходит АПшных ломов. Ну, типа, сильно под радарами. И каждый из них понимает, что когда они его упомянут в каком-то контексте, это не то, что минус для это для него будет плюс, потому что о нем плюс еще кто-то узнает, кто о нем до этого не знал. Ну, в общем, а в чем идея? Очевидно, какой-то там нейросетью, блядь, фотошопом дорисовали Игорю Мосейчуку, как он будто бы на трансляции встал, и у него, ну, почему-то тупо по колено огромные такие мудя в каких-то белых чехлах от танков, по парусине какой-то, типа порванные трусы какие-то. Причем там, ну, не знаю, надо, чтобы сильно повылазило, чтобы не увидеть, что это, ну, выглядит нереалистично. Таких трусов не бывает. Такой мотни слонячей тоже не бывает. Я не знаю, зачем я этому уделил время, но я просто с этого в Телеграме посмеялся. Ну, может, люди подумали, что я, типа, поверил, что это реальный факт жизни. Ну, в общем, вот такая дичь, время, в которое мы живем. И вот такие мудя Игоря Мосейчука. Вот такая компания грязная, да. Вот так нейросети работают теперь. Вот так нейросети интегрированы теперь в политику. Фух, да, предпоследняя новость, друзья. Мелони, непонятно, то ли наша слониха, то ли подтрамповская, как бы какой-то еще один сотрудник. Вот если Трамп Краснов, его погоняло, да, агентская, то какое может быть у Мелони? Ну, в общем, да, Мелони против миротворцев в Украине.
Но она за то, чтобы статья 5 распространялась на Украину, типа, несмотря на то, что Украина не будет в НАТО. Ну, вот такой, наверное, классический слепок европейской шизофрении, да, вот в контексте вот этого договорняка глобального. Полная дичь. Ну, непонятно, что типа более дикая. Это статья 5, непонятно, как она будет, ну, кто ее Украине даст, как она будет работать, по какой формуле. Что и сами миротворцы эти дикие. Ну, в общем, полная дичь. Люди, которые на это реально там как-то реагируют эмоционально, в том смысле, блин, она же была за нас, теперь она что ли не за нас? Но нет, вроде бы полная дичь, в общем. Все закончится, наверное, потом тем, что они будут пользоваться плодами этой разрядки. Ну, мне кажется, вот реально, несмотря на то, что кажется, что сейчас действительно особое время для Европы, наверное, итоги этого времени будут такие, что Европа в будущем просто будет пользоваться плодами вот этой разрядки американо, если она случится, американо-российской. Ну, то есть, как обычно, дешевыми энергоносителями. Пока что все вот эти реакции вызывают только такие мысли. Ну, может, что-то переменится, но не похоже. Но там еще ядерный Макрон, да, вроде бы сегодня он встретится, как знаете, два отца с двумя канцлерами немецкими. Ну, как бы одним без 5 минут, другой пока еще. Ну, в общем, да, и будут обсуждать какие-то там темы тоже ядерного оружия. Что-то стало Макрона последнее время возбуждать ядерное оружие. Наверное, он очень хочет поучаствовать вот в этой тоже, какие-то разговоры все время идут. И они, кстати, упомянуты в рамках вот этих переговоров между Путиным и Трампом. В том смысле, что какие-то переговоры, связанные с какими-то, блядь, сокращением каких-то вооружений. Непонятно каких, но, наверное, ядерных, не распространение ядерного оружия. Известно, что... Ну, известна позиция Вашингтона, но Москва много сделала за эти года войны в этом направлении. Вооружила Беларусь, наверное, почти что. Ну, то есть я вряд ли верю в то, что у белорусского диктатора есть типа доступ к управлению ядерным оружием. Но сам факт, что оно там размещено, возможно, да, это серьезно. Ну, в общем, по всей видимости, Макрон хочет тоже присоединиться куда-то к этим переговорам по сокращениям ядерных оружий, судя по тому, как афиширует ядерное оружие Франции. Ну, в общем, вот так. Ну и последняя новость. Вот не думал, что к ней мы вернемся, учитывая, что мы о ней не говорили, да, но ее просто упоминали в чате на прошлом стриме. Это то, что все до сих пор гремит как-то и не утихает, короче, статья «Медузы» про бусификацию в Украине, да, про проблемы мобилизации. Ну, понятно, украинцы тоже убили меня своей реакцией. Ну, не знаю, сколько этому стоит удивляться, но всегда удивляешься такому лицемерию и скотству. Это, конечно, то, что вот эта вся скотобаза твиттерская, украинская пишет о том, что ну вот, боже, что это ФСБшная контора пишет. Уже что-то такое было, не помню что. Ну, тоже что-то о том, что в Украине хуево, да. Тут то же самое, чуть что, типа, они недолго думая тянутся за этим словом, что вот, сука, что и требовалось доказать. ФСБшная контора. При том, что, ну, по-другому это не выразишь. Лизали очко вот такие там конторы откровенно, да. Откровенно классические, в смысле, как компании по поглощению грантов, да. Как «Медуза», как они только не работали уже языком по направлению до украинской влады, как они только ее не обхаживали. Никак это им не помогает, чуть против шерсти, контора ФСБ. Но да, удивило меня больше всего то, что, наверное, как люди однобоко, что ли, поглощают информацию, да, в том смысле, что для многих оппозиционно настроенных россиян, да, там вот этих иммигрантов и так далее, это типа оказалось каким-то большим открытием, которое типа нужно еще долго спорить, типа подожди, не доказано. Ну там я как представлял портреты этих людей, это там евреи в годах, это вот эти программисты, уехавшие в Тбилиси. Ну, то есть я понимал, что их, наверное, не очень интересует судьба украинцев, да. Но я думал, что, скажем так, их консенсус, он так состоит, что типа, ну вот, да, конечно, плохо. Да, вот Россия намного больше Украины, поэтому ей не нужно прибегать к силовой мобилизации. Смогли они обойтись без этого. Я не сомневаюсь, что если бы мы были там одинаковых размеров, то в России она бы была, в смысле по населению, была бы гораздо более жестокой. Но вот поскольку Украина попала в такую ситуацию, то да, через не можу, через не хочу, но родину надо защищать. Есть кроме обязанностей еще и права, кроме прав еще и обязанности. Там, кому я должен, всем прощаю. В общем, думал, что они находятся где-то на такой ступени типа лицемерия, да, потому что, ну, в среднем по, как мне казалось, по публичной российской оппозиции я где-то такое чувствовал, что типа, ну да, ну родину уже надо защищать.
то, ну, надо, конечно, воевать. Но нет, оказалось, что многие из них вообще об этом не знали. При этом почему? Почему так, да? Нужно сказать, как я уже сказал, да, Медуза — это те, кто там берут постоянно комментарии вот этого, э, ну, я не знаю даже, ну, в общем, Подоляка, да, советника офиса президента, ну, где он постоянно, ну, я не знаю, нанюханный, что ли. Ну, который на Папича похож, у них одинаковое психическое расстройство какое-то. То есть, да, безусловно, это так. То есть, это такое вот медиа, которое этого вопроса не касалось. Но были и другие медиа, которые вещают на русском языке. Например, Deutsche Welle. И вот Deutsche Welle еще очень давно, еще и проблемы мобилизации, как пишет Медуза, действительно, и мы с вами знаем, как жители Украины, что Киев, силовая мобилизация, как бы обходила стороной очень долго. И началась, наверное, ну вот с тем ужесточением мобилизации, да, то есть прошло времени еще хуйня, то есть там полгода, наверное, может год. До этого это касалось только как бы сел и провинций, да. И, в общем, но уже тогда Deutsche Welle сняло материал о том, что там мужчины не выходят с хат. Мы взяли интервью мужика, который боится сходить по сигареты и дома сидит безвылазно с начала войны. И, в общем, к чему, что об этом писали многие очень уважаемые, очень известные, очень статусные медиа, да. Я такой же материал читал в каких-то других, там, Вашингтон-Постах и так далее. То есть об этом очень давно уже писали, просто об этом не писала Медуза, потому что она всегда была очень лояльна к Украине. Ну и как я думал, свойственно российской оппозиции, они сошлись на том, что типа, ну, пускай там молодежь из сел Украины, это ее, в общем, проблемы, нас они не обходят. Нас обходят только результаты. Поэтому был, в общем, очень удивлен тем, что многие люди в среде российской оппозиции этого не знали. И это позволило, скажем так, этой статье Медузы, обсуждениям вокруг нее жить до сих пор, да. При том, что об этом, в общем, уже очень давно и куда более известные медиа писали, но как-то это оказалось им, ну, либо неизвестно, либо это такая степень лицемерия, да, хотите доказывать, что этого нет. Ну, в общем, вот так, такие пару комментариев на этот счет. На этот счет. Ну все, друзья, видимо, все закончилось, новости закончились. Буду читать чаты. Ну, итоги какие? А итоги такие же, как и остались. Сдержанный оптимизм. Во многом, наверное, тот поток, скажем так, разочарования, ну, который я читаю, может, только мне так кажется, даже не тот, который транслирует Украина, по-моему, здесь этого как-то особо и не чувствуется, а вот тот, который больше читается в экспертной среде. Понятно, что когда ты читаешь материал там Политико о том, что Трампа наебали, то мы понимаем, что медиа заангажировано, иначе бы оно не написало. Но в целом, да, наверное, завышенными ожиданиями очень это вызвано. Скажем так, вот такая нота разочарования. Я скорее держусь за то, что все еще оптимистично настроена американская сторона и все еще кормит нас завтраками. Вот. Страшнее, гораздо, мне кажется, более страшное время наступит, если в какой-то из дней Трамп выйдет и скажет, все, типа, если такой день настанет, договориться не вышло. Ну, в общем, вот так. Пока этого нет, есть повод для этого самого сдержанного оптимизма. Так, читаю сначала чат на Твиче, потом на Ютубе. Насколько оцениваешь шанс, что из-за заморозки войны недовольные силовики начнут смещать Путина? Я шанс такой оцениваю, как ничтожный. Возможно, Кокосина Джекосина нужно... Кокосина Джекосина пишет, maybe я путаю, но запомнилось, будто Трамп про вопрос о заморозке поставок сказал, что это вопрос не будет на повестке тем обсуждения. Короче, он будто бы о будущем времени говорил. Возможно, я, честно сказать, это не смотрел в оригинале, читал стенографирование, оно, естественно, может быть с искажением. Политику. 200-250 дронов ожидается сегодня. А у кого тут в чаті квартирант якийсь там кікбоксер вчиться на юриста і хоче піти в СБУ, то може цей квартирант Тусик, это было у пана Стойки. Это не фейк, это OnlyFans слив. Это в смысле про трусики. Это не фейк, блять, вот жаль, что я так и не заморочился. Я хотел меня взять стоп-кадр с этой мотней, но просто меня Twitch неправильно мог понять. Там видно, нахуй, что не стыкуется вот эта огромная бычья мотня с вот этой курткой, она там на нее налазит.
Это при том, что я небольшой эксперт, блядь, в кибербеспеке. Мне понравилось, как кто-то в Твиттере, короче, блядь, написал под этим постом, типа, ну, знаете, можно тегнуть Грок нейросеть Илона Маска и спросить, типа, это дипфейк нейросетевой? И вот там тегнули Грога, спросили, он говорит, да, похоже, да, потому что там есть QR-код, он может быть фишинговый, не переходите по нему. Советский ресентимент один, ну раз начали, надо уже заканчивать до конца. Но это известная такая психологическая проблема, просто не означает же, да, прям, что этот аргумент совсем неприменим, в смысле про вложенные уже ресурсы, как бы необратимые потери. Как тот самый этот вагонетка, которая едет по одной рельсе, на которой лежат тела. Денис, хорошо посидели, плотный новостной поток, плотная струя. Действительно, шума много, но по факту действий не видно. Не видно, но слава, наверное, богу, что не видно и каких-то как бы разрывов полных. Усика лично, кстати, знаю. Здравый чел, посмотрим, говорят, он там в спорт хочет, министром спорта, что-то такое. Ты просто заздришь великим яйцам Мосійчука, ну, заздрю. Но это все равно не отменяет того, что это дипфейк. Дипфейк. Неплохо, сейчас походу топ профессии будут, это копы, СБУ, судебная система. Но я слышал, что копам хотят поднять зарплаты. Я не знаю, типа, в чем аргументация. Сейчас ты там спасен от мобилизации. Это аргумент, чтобы зарплаты не повышать, на мой взгляд. Ух, бля. Такого себе сегодня кофе сделал. Вообще невозможно пить. Как? Кофе? Ну, полный заварник вот этот, блядь. Полная гейзерная кофеварка кофе. Ну и вот, типа, столько же 10% сливок и 3 ложки сладкой карамели фирмы Том. Гедота абсолютная, блядь. Жир с салом получился на вкус. Батяня, кумбат. Я цикорий пиздатый купил тебе. Что, 70 лет? Какой цикорий? Цикорий пиздатый купил с молоком безлактозным. Пушка. Возможно. Я вот даже не помню, что такое цикорий. Помню, что бабка пила моя цикорий. Нашел тачку, которая мне надо. Она почти 5 штук стоит, пацаны. Реально, нормальная тачка 5 штук стоит. 4 гривен, тысячи, да, 4 600, что-то такое. Но там хорошая тачка, реально хорошая. Не одноразовая. Потому что та, что у меня была, я ее нашел на розетке. Вы тоже ее можете найти. Во-первых, тогда она стоила 600 гривен. Сейчас она стоит 1600 гривен. И там отзывы, типа, сделано из банок с-под Кока-Колы, блядь. Нет подшипников на колесах. Ну, в общем, полные флинстоуны. Необычная тачка, просто хорошая тачка, типа крепко сделанная, из хорошего металла, хорошо крашеная, хорошие колеса. А та действительно была уебищная, ты понял? Та тачка такой был кузов, что, ну, действительно, даже если просто ее говном кролей грузить, оно не очень тяжелое, это тебе, блядь, не песок. Вот когда ее песком начал грузить, вот тогда-то и полная пизда пришла. Ну, когда копал эти канализации. То, короче, даже тогда, ну, вот этот кузовок ее, он начал нахуй рэпаться, разваливаться. Что уж говорить, когда ее песком нагрузил. Он вообще, блядь, ну, представьте, банку Кока-Колы песком навалить. Какой Логан, какой Ланус, нахуй, садовая тачка, пацаны. Какой Ланус, какой Логан. Менореган. Сделай тачку, как в СССР, из ящика. У меня была какая-то сварная, такую уж ромы варили, понял? Тачка здоровая, я ее на металл сдал. Такое говнище. Она сама одна весила, как, ну я хуй знает, как мотоцикл, ишь планета. Одна только тачка. Все у нее стальное было, вообще пиздец полный. Що краще, купити Volkswagen чи Toyota? Между ними разница какая-то есть существенная. Ти нашел кого спросить. Раніше люди усе в дерев'яних тачках з дерев'яними колесами возили. Ну, раньше и люди были другие. Да, мы просто уже внутри стрима подряд обсуждаем мной покупку садовой тачки. Там вообще такие есть, понял? Аккумуляторная трехколесная тачка, ну, похожую скидывали, но та еще дешевая, которую скидывали. 66 тысяч гривен, блядь. Я ее в фильме где-то видел, такую тачку. Это полное говнище, строительная аккумуляторная тачка. Это как электровеник, 66 тысяч гривен, просто ебануться. Это, ну и главное, что это ж полное говно. Говнище, говно, прям говно полное. Ну прям вообще піздець. Ця тачка буде як віслюк, якого ти так ніколи і не куплять. Куплять стрім тільки підстільні книжки, на які потім не робить відеообзор. Согласен. Но не полностью. Много вещей реально купили из тех, что собирали. Вообще все, да? Ты молодой, просто нихуя не помнишь, мы собирали мне на кран.
кран приехал. Мы собирали мне на опрыскиватель аккумуляторный. Аккумуляторный опрыскиватель я купил. И это охуенный скачок. Аккумуляторный опрыскиватель это прям, блядь, будущее. Это будущее, это новый век. Это вообще разрыв. Аккумуляторный опрыскиватель. Ну, конечно, overpriced не про М. Но ничего. Потому что тот, что у меня был ручной, как-то он назывался Агония. По-моему, Агония. Ну, какое-то такое название. Популярная фирма. Пластиковый хлам делает китайский. В Украине разные лопаты, блядь. Ну, на А как-то. Аскания, Агония. Ну, как-то так. Короче, вот эта ручка, блядь, это вообще полный пиздец. А вот та Антония, блядь, Агония, вот то был пиздец. Как же она называлась? Я сейчас загуглю, я найду. А, Лемира, Лемира, фирма Лемира, не Агония. Че я решил, что Агония? Но это больше на Агонию было похоже. Лемира, у меня сейчас лопата для снега, которая мне в этом году, блядь, вообще не пригодилась. Потому что снега нихуя не было. Фирмы Лемира. Ну, лопату для снега сделать они еще могут, да? Конечно, опрыскиватель то был пиздец, вырванные годы, нахуй. После того, как им, блядь, покропышь, нахуй, то ты вообще становишься полным инвалидом, потому что там ты весь в отраве, весь спина вся в яде, весь ты сам в яде с ног до головы. А это все еще и на палящем летнем солнце, ты весь сгораешь, как рак, нахуй. Потом просто весь лежишь, как после, блядь, ядерного взрыва. Кожа слазит, весь горишь. Не понимаешь, чи ты отравился, типа пожгло кожу этой отравой. То ли это ты на солнце сгорел. Таких у меня было года 3, нахуй, пока я не купил этот аккумуляторный опрыскиватель. Там еще такая тема с тем опрыскивателем Лемира, да, что вот у нового Днепро М охуенная такая какая-то перфорированная как бы стенка задняя. Ты не чувствуешь бака ледяной воды за спиной колодезной. А вот в прошлой Лемире нихуя такого не было. И чтобы как бы возможно было носить этот бак ледяной, у тебя не отпали почки, надо было еще одевать тужурку, как бы, да, надо было одевать кожух, надо было одевать бушлат и летом в бушлате ходить по огороду, блядь. В трусах и в бушлате. Ну, это пиздец был. Да, что-то оно не працює, як охолодження, когда просто носишь ведро воды ледяной на почках, не работает, как охлаждение. Я даже дерева кропив вот этим опрыскивателем аккумуляторным. У меня было 2 куста калины, которые заболели какой-то, блядь, оспой ебанутой. И какие-то мелкие клопы нахуй съедали полностью листья. И стояли как бы одни потом скелеты. Очень некрасиво было. То я пару раз покропив, і это исчезла проблема. Это было круто. Кидав донат хтось. Дякую тим, хто мене підтримує. Надо було донат гол поставить на эту тачку за 4 куска. Не за 4, 4 более чем с половиной. 5, короче, с доставкой явно. А видос про Гренландию ты так и похерил? Да нет, ну, я не знаю, просто что-то понял, не могу сдвинуться, сука, с места. Потому что все надо, сука, делать залпом, как пить залпом, да? Как пить водку. Вот пить водку по чуть-чуть плохо, очень плохо. Пить залпом совсем другое дело. Так и здесь. Я, блядь, разрыв получился. Я забыл, блядь, что я нахуй собирался делать. И когда пытаюсь вникнуть, не могу вникнуть уже нихуя. Большая проблема. Но надо сделать. Потому что уже есть, блядь, много, ну и было, и появляются много идей других, которые надо было сделать, да. А в итоге, ну как всегда, как всегда. А так то планируется. Я вчера читаю эти ваши блядские новости. Сука блядская. Псковская порно, да, хороший был мем. Кстати, вот часто попадаются видео пока сру в ТикТоке, типа ваш любимый мем, да, и никто почему-то не вспоминает псковское порно. У всех все хорошо, у всех договорняк, только у Зеленского ничего не вышло, перемирия не будет, пыня, недоговороспособный. Но я говорил о том, что стороны будут друг друга в этом обвинять теперь. Чи зрадник я, якщо торгую з Петром першим в Циві 6? Да. А ти Порш хочеш? Я тачку хочу садову. Користувався б національним кешбеком, були б гроші. Я думаю, і ті, що є, забрали б. Усіка в мери Києва. Хуже вже не буде. По приколу можна. Трамп пообіцяв допомогти Україні з додатковими патріотами. В патріотах є потреба, Білий дім. Президент США Дональд Трамп пообіцяв українському президенту Володимиру Зеленському співпрацювати з ним у пошуку систем протиповітряної оборони «Патріоти» для України. Про це повідомили у Білому домі за підсумками розмови президентів США та України.
Як розповіли у Білому домі, під час телефонної розмови лідери погодили, що Україна та Америка продовжують працювати разом, щоб досягти реального припинення війни. А також, що під керівництвом Трампа можна досягти тривалого миру. Зазначається, що Зеленський попросив додаткову систему протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, зокрема комплекси Патріот. Президент Трамп погодився співпрацювати з ним, щоб знайти те, що є доступним, зокрема в Європі, заявили у Білому домі. Також американський президент повністю проінформував Зеленського щодо своєї розмови із очільником Кремля Володимиром Путіним. Вони обговорили ситуацію в Курській області і домовилися тісно обмінюватися інформацією між своїми оборонними відомствами в міру розвитку ситуації на полі бою, додали в Білому домі. Зазначимо, Трамп назвав розмову із Зеленським дуже хорошою та додав, що значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з очільником Кремля Владіміром Путіним з метою узгодження запитів потреб Росії і України. А Зеленський розповів, що вони домовилися обговорити технічні деталі часткового перемир'я, відмови від ударів по енергетиці та цивільній інфраструктурі. Радимо також ознайомитись із матеріалами Європравди. Перший раунд невдалий для Трампа, що змінило для України переговори лідерів Росії та США. Понятно, понімаю. Очі, блядь, болят уже от этого говна. Хоумлендер, я знаю, Outlander есть такой эксперт. Израильский. Outlander. Здрасте, здоровья и безопасности. Салонин наш. Я б тебе задонатил, но в моей стране за такое сажают. Ты из Украины, что ли? Денис, я обожаю твои названия стримов. Спасибо большое, я стараюсь. Иногда они были действительно очень остроумные. Я раньше всех сказал про еще до, да, событий, но когда курс стал уже понятен, и очень горжусь, типа, этим названием, что расскажи, как ты колдуна нахуй послал. Про контакты украинской стороны с американскую. Но были много удачных было названий. Еще большое спасибо хочу отдельно сказать людям, которые делают клипы на Твиче с какими-то моментами, которые им кажутся там прикольными или еще какими-то. Спасибо большое, друзья, потому что, ну, вводы удаляются, многие безвозвратно. До того, как я начал на YouTube их сохранять, да, параллельно транслировать что-то, то вообще, ну, все то удалилось безвозвратно, его нигде больше нет. Но благодаря тому, что вы делали клипы, то клипы остались. И клипы, которые мне понравились, я планирую просто заливать в ТикТок все. Ну, чисто по приколу. Вот. Так что спасибо тем, кто там не лінується, тем, кто их делает. Моя улюблена назва была «Сильный жест Илона Маска в поддержку Украины». Да, хорошо. Это было тоже хорошее название. Круче всех Трампа троллил Саша Барон Коэн. Ну, с одной стороны. С другой стороны, он был на стороне большинства, на стороне сильного. Это не круто. Но в целом, наверное, да. Я вообще не знаю, что он сейчас. Такое сейчас пространство для его творчества, типа, бесконечное. Гремлин пишет: мы сегодня будку для собаки директора перевозили. 6 человек несли, чисто для алабая оселя. Но если там алабай, то надо будка конкретная. А в каких условиях уточки живут? В говёных, в очень хуёвых живут. Ну, во-первых, они сейчас на свободном выпасе, и так что я забил хуй их загонять на ночь в сарай. А они в нем спать не хотят. Я не знаю, почему спят на улице, где сядут. Мне батько казал, что они могут так одичать, что начнут на деревьях садиться. Может такое быть. И куры так делают. Но пока месть так эти не делают утки. Просто садятся где хотят, а потом ночью они такие тяжелые и так громко тупотят, бегают вокруг дома и меня пугают, потому что ты спишь, а кто-то, блядь, тупо побежал. Да я до сих пор привыкнуть не могу. В 3 ночи здесь, да. А оказывается, кстати, утки, в отличие от курей, ну я это давно понял, да, но пока не был владельцами уток, этого не знал. Оказывается, утки, в отличие от курей, нихуево ночью себя чувствуют. То есть они так ночью могут перемещаться. Бо куры вообще ночью никакие, никакущие. В полном невминозе пребывают. То да, сейчас, в принципе, им вообще похеру. Вот. Почему я перестал их загонять на ночь? Потому что они тогда сильно булят одного качура, ему некуда деться. Они его не выпускают из сарайчика на двор. На прогулку во двор не выпускают. То я, чтобы ему не создавать проблем, не загоняю никого. А зимой было хуёво. В сарай, как бы там, ну, подшива отвалилась. Я купил терсоплиту для этой подшивы, но так и не сделал, потому что это за работа зимой. То сейчас стоит у меня эта терсоплита влагостойкая. Ну, у меня есть там все.
торцовка, электролобзик, надо только взять и сделать. Типа нарезать все это, прикрутить саморезами. Вроде все есть, надо только сделать. Но сейчас уже не так важно, бы уже не так холодно. Ну вот, ты говорил, в селе лучше, что соседи не топают и не стучат. Ну да, но это же не соседи, это утки. Ну и прям если сильно это будет мешать, можно их загнать в сарай. А соседей же в квартире ты в сарай не загонишь. И типа, если они топают, это меньшая из проблем еще. Сарай засрали, а на улице свежий воздух. Вот это тоже правда. Сарай засрали они капитально. Ну, типа так, сантиметров на 10. Тоже это все сейчас надо будет чистить. Для чего мне, в принципе, также нужна тачка. Там еще так по-дебильному сделано, что, блядь, вынести говно. Надо пройти одни двери, вторые двери. Ну, то есть нет прямых дверей на улицу. Ну, в общем, очень идиотски сделано. Ну, куда же уже деваться? Не боишься, что улетят? Я им крылья обрезал. Но они уже улетали у меня к соседям. Когда мне было лет 15, мы с братом младшим клепали огромную будку для овчарки. Тоже много людей надо было, чтобы ее поставить на место. Овчарка уже свое отжила, а будка еще стоит. У меня такая ж хуйня была с будкой, я вам рассказывал. У меня будка была, блядь, как дом нахуй, капитальная, из кирпича сложена. Тупо из кирпича, блядь, будка. Такая мощная. Но собаки нет очень давно, и я собаку не планирую заводить. Поэтому будку ту я нахуй разобрал. Ну, перфоратором разбил по кирпичикам. И из тех кирпичей сложил колодец, в который стекают воды. Зловонные воды из мойки кухонной. Они стекают типа отдельно вот этот септик. Отдельно от говна. Ну, это кому интересны тонкости. Качурам на жопный свисток. Спасибо большое, это раз, да, иногда вспоминаю, хыхыкаю с жопного советского свистка. Соседи ТЦК сдать могут. 10 см гуану, да. Этот кал полезный. Это кал полезный. Ну, кал полезный для огорода. Но, блядь, это же, ну, типа, его тягать надо. Он же сам не переместится на огород. Это надо брать выло, блядь. Одеваться в лахи. И там, в пыли, в говне тягать вонючее нахуй. Ну, оказывается, утиное говно нихуево воняет. Вонючее это говно. Потом там, блядь, заметать. И все это в очень неудобном пространстве. Бо сделан сарай по-идиотскому. По-идиотскому. Ну, правильно такие сараи делать, чтобы выход был на улицу, еще и такие, чтобы ворота открыл. Я в Майнкрафте строил, я знаю. Открыл и говно носишь, да. Без всякой хуйни. К тому же там все рядом с огородом. Можно было сделать так, чтобы ворота были прямо на огород. Не пришлось бы вообще изъебываться. Короче. А им больно было, когда ты им крылья подрезал? Нет, у них же нет никаких этих рецепторов, да, на крыльях, никаких окончаний. Блядь, сука, забыл, ну как сказать, сука. Нервов нет никаких, нервных окончаний нет в перьях. А ты просто большие перья подрезаешь. Я еще и довольно гуманно поступил. Логика вроде очевидная, да, но я ее узнал только потому, что в интернете посмотрела Женка. Можно подрезать не оба крыла, что как бы долгий геморрой. Обычно в селах, ну, мои знакомые оба подрезают крыла. Одно подрезать, и они из-за дисбаланса не могут уже лететь, ну, далеко и продолжительно, да. Типа метров там 5 уже не могут лететь. Потому что, ну, и переворачиваются, просто бы одно крыло дает подъем, второе нет. Ну и хуйню мы, бля, обсуждаем, это ёбнуться. Прикинь, Денчик, качки зиму пережили, но теперь они все перенесут. Я не знаю, что делать. Женка шутит, что у меня будут, как была новость, самая старая, самый старый гусь Украины или самая старая гуска Украины, что у меня будут самые старые качки, но мне их реально так жалко убивать. Вот я одного убил, и, ну, все равно жалко, короче. Не знаю, что делать. А они столько вреда приносят, они, сука, все вытаптывают. А для меня важна зеленая травка, чтобы была. И не знаю, что с этим делать. Ну, в общем, да, зиму пережили, поморозились немного, поморозили вот эти хуйни над клювом, да, у индокачек. Но сейчас нормально, отошли бодрая, чистая вода, каждый день новая. Ты им не плоть резал, а чисто перышки, но у них крылья, они как бы из перьев состоят. Ты думаешь, это все типа огромный шмат мяса, и они типа мясом и кожей машут и летят? Там то крылышко, вот такая хуйнюшка, даже у здоровенной качки. Как там движуха? Движуха свистит у виска. Через стенку в Сербии и Венгрии, но через несколько стенок. Не расползется ли это по периметру дальше на другие страны? Да, видимо, не расползется. Времена не те. Качки в курятнике, как мужики в Украине, да? В моем селе на пруду поселились лебеди. Кто-то сделал им домик из дерева. Короче, к этой стае лебеди прибились качки домашние, точнее одичавшие, летают как летаки, дай бог.
Я тоже диких увидел качек в селе. Ты кормил качек цикорием, был такой момент. Какого бренда у тебя часы бренда нахуй? Часы у меня бренда Casio. Шузы Casio. Ну, честно сказать, это часы прям, вот бывает дешевое, но хорошее. Но тут вопрос, типа, это, конечно, дешевое, но хорошее. Но, правда, это подарок, но просто если вам советовать, да, то это прям, ну, тут дешевизна Да, пошла в блядь, иди убыток. нахуй, сука, тварь, блядь. Опа, нихуя себе. Пиздец, тварь, блядь, ебаная, блядь. Ты прикинь, сука, блядь. Договорю за часы, спасибо за донат. Потом посмотрю. Так вот, блядь, да, дешевизна пошла в убыток. В том смысле, что стекло очень слабое. И, ну, с моей деятельностью, там, машину чинишь или еще какая-то хуйня, где, не дай бог, оно с металлом контактирует, стекло поцарапалось. А это хуево. Чуть бы покрепче это стекло было, то цены бы этим часам не было. Надо сказать, что они прям совсем копейки стоят. Ну вот в этих конкретно Casio, блядь, шузах, да, в них, я уже рассказывал на прошлом стриме, что в них есть, например, 2 часовых пояса. Ну, в смысле цифровых, да, правильно можно это выразить. В общем, например, я пригодилось удивительно, настроил время по Америке, чтобы знать, когда Трампец, когда у Трампа прайм-тайм. Ну, просто, да. Еще секундомер есть и будильник. Но будильник это, конечно, полная хуйня. Да, а секундомер полезная вещь. Так, донат. Шузы Casio. Ну, зато они очень бюджетные. Но я бы вам советовал покупать модель, как у Бен Ладена были. По-моему, они стилевее. Просто мне, может, не совсем подходили. Честно сказать, намного приятнее общаться про качки, про часи, про еще какую-то хуйню. Так, це, друзі, офіційно перший криптодонат з початку сезону запроса на криптодонати. Пан Ланскіс задонатив 450 юах. Ще трохи криптогривень. Дуже дякую. Дуже дякую. И если бы ты, кстати, донатил их, да, правда, ты в эфире кинул, а вот если бы ты донатил их через QR-код, который ведет на USDT кошель, который на записях двух последних трансляций, то тебе бы это обошлось без комиссии. Ну, в общем, спасибо большое за криптодонат, це дуже важливо. Почему ты выбрал уток вместо кур? Так хоть яйца были. Хороший вопрос, мозгов нет, потому что мозги слабая моя часть, типа. А у них смогут снова вырасти перья, чтобы они летать смогли? Да, наверное, в этом году уже вырастут. Ну, раз в год надо подрезать. Пока не забыл, дорогой стример, скажи, как Олег Кашин связан с аннексией Крыма, а то я не в теме, маленький сильно был. Я тоже был маленький, но он сам об этом постоянно рассказывает. Он медийное сопровождение этому обеспечивал, ну, по его же словам. Не, ну писал он честно или нет, это, конечно, наши, как бы, наши оценки этому, да. Но они расходятся с оценками этого, например, там, украинским законодавством, да. То есть, конечно, если мы говорим, что он писал честно и правильно, мы нарушаем законы Украины, да, одобряем аннексию. А мы этого не делаем и не одобряем, правда. Тут дело не в этом, да, и не в таких оценках. Дело просто в том, кого люди, ну, зачастую из Украины, да, вот такой специфической прослойки, которая находится в таких специфических политических кругах, да, кого они видят себе моральными авторитетами. А с чем связана эта движуха, которая свистит у виска? Приведет ли их это к желаемому результату? Там вроде такой заботы о безопасности граждан, как в России и Украине, вроде нет. У них хоть какая-то свобода есть. Даст ли это все результат? Інтенсивності движення і численності населення хватить для успіху? О чому вообще річ? Зеленський запропонував Трампу відправити американських миротворців в обмін на українських прикордонників для охорони мексиканського кордону. Каже, досвід є, вот и думай, типа, это выдуманная новость или нет. О венграх и сербах мне сложно сказать. Но разница очень большая, в том смысле, что сильно изменилась Америка. Раньше американское государство занималось поддержкой вот этих всех гражданских обществ, да, в широком смысле. Ну и обычно была вот в антиправительственной конве зачастую. Сейчас же наоборот. Это очень большая разница, которая сильно уменьшает там шансы на успех всех этих протестов. Ну вот я так вижу. Металл, кстати, один из лучших материалов для ремешков часов. Не портится от пота, не воняет, не парит. Проигрывает только в весе, но надо каши больше есть. Но я не знаю, этот не весит нихуя металл. Но он тоже царапается. Хотя он такой, типа, понял, как не полированный, не глянцевый. А такой, как холодильники.
грязь забивается в него, и еще он дергает волосы постоянно у всех. И как думаешь, произойдут ли там какие-то явные улучшения? Что думаешь про Аргентину как место для жизни? Хуй его знает, наверное, хорошо. Ничего не могу сказать, в Аргентине не был, но у нас был человек в чате, который в Аргентине был, который живет в Аргентине. Как думаешь, произойдут ли там какие-то явные улучшения качества жизни при Миле? Не знаю, не слежу. Может и произойдут. У кого-то произошли, кого он заскамил на той криптовалюте. Думаю, у них произошли перемены в лучшую сторону. Эти часы те олигархи подарили, да. Да, мои подарки. Как у всех политологов, всегда у них полные карманы, ну реально подарков. Знаешь игру Fuck, Marry, Kill? Зеленский, Трамп, Путин. Кого бы ты фак, кого kill, а кого Мери? Блять, как такое могло вообще родиться у тебя в голове? Это напоминает, только понял, вот этот мем, где там сломать колени, что-то там. Забыл, как все время забываю, но очень смешно. Реклама какой-то игры идиотской мобильной. Не, просто то слово, которое ты использовал, описывающее специфическую такую сексуальную практику, да, оно по какой-то причине на самой вот этой лучшей конторе Twitch запрещено. Видимо, они против таких вещей. Они за традиционный секс с выключенным светом под одеялом. Поэтому такого не одобряют. Ну, вот такие выводы. Традиционный секс людей с нетрадиционной ориентацией, ну, наверное. Нет лучшего влагалища, чем очко товарища. Людина пише в чаті в телеграмі, я тож оприскувач на розетці купив. Ну вот это ты купил, такое же, как у меня, только не оверпрайс. Но зато мне продавец из, блядь, вот этого. Ну, раньше, по крайней мере, получше у них, видать, дела шли. Хотя сейчас они уже всем подряд торгуют. Фен, по-моему, блядь, сделали чиплойку. А может, то прикол был. Ну, в общем, зато мне звонит из Днепроэма продавец-консультант. Приглашай меня на кофе. Вообще, будто мы кенты. Хотя вот хочу сказать, что, я, конечно, сильно неправильно их использую, но все маленькие отвертки, которые у меня были, ну, их так нельзя использовать, как я использовал, но все маленькие отвертки Днепром, которые у меня были, типа шлицевые, все сломались нахуй. Правда, у меня еще были красные, ну, непрофессиональная линия отверток Интертул, то те вообще полностью нахуй сломались. Они еще хуже. Новый зритель пиздорезкий из канала Мысли Украинца, но это полный западло. Там какой-то чел в комментариях на ютубе нас не понял вообще, что-то свое там подумал. Що я там про Двач писав, он не понял. Это типа внутрішньоукраїнське питання. У Дніпром агрессивный маркетинг, но они, кстати, вышли на рынок ЕС реально. Ну да, маркетинг у них сильный. Не, ну они делают хорошо. Понятно, что это китайский все хлам одинаковый. Вот у моего друга старого еще Днепроэма до редизайна компрессор, но здоровый типа, на 2 цилиндра. Работает ужасно нахуй, просто ужасно. У меня после редизайна новый маленький небольшой компрессор на 1 цилиндр воздушный. Вот работает нормально. Правда, что-то стучать начало в нем. Надеюсь, ему пизда не наступит, потому что я временное вот это масло для обкатки, я его так и не поменял на постоянное, а оно уже темное такое. Но я его эксплуатировал в морозы на холодную, а так нельзя. Я вот боюсь, чтобы он у меня не застучал, потому что гарантия уже на него вышла. Ну, я к чему, что мне, я готов переплатить этот оверпрайс, когда ты приходишь, ну, раньше было так, да, сейчас уже ты никуда не ходишь, но приходишь, а у них хороший этот шоурум, хороший магазин, тебя там всегда, ну, почти всегда не пошлют нахуй, а там будут целовать в попу, говорить, купи это, купи то, все расскажут, покажут. Дадут попробовать, если надо. Привет, всем привет, привет всем. Слышали, что Канада в ответ на пошлины предлагает отрубить Порнхаб для жителей США? Да, слышали. По-моему, даже Нью-Йорк Пост написал, что это ядерное оружие в этой санкционной войне. Или как? Ядерное оружие в тарифной войне Канада собирается применить. Арестович, мы передадим список объектов с точными координатами и красным отметим наиболее уязвимые места, чтобы гарантированно не стреляли. Ну, резонно. Это хороший, наверное, комментарий. Ну а что нам остается делать? Мы-то в заложниках. То есть это не мы приняли, это нас вынудили, нас заставили, да. А альтернатив нет. Мужики на работе говорят, раньше Днепром заебись был, сейчас Китай. Ну вот не могу ничего сказать. По-моему, всегда был Китай. Но раньше было даже хуже. Просто исхожу из вот этих двух покупок, блядь, компрессоров, да.
Я, кстати, тут компрессор в кредит брал, блядь. Он стоил 4000, но это было в 20-м или 21-м году. Когда я радио делал, мне нужен был компрессор. Да, ну может разница в том, что то реально очень мощный компрессор, прям здоровый, типа, чи он 100-литровый, я не знаю, он там прям 2 цилиндра, то он именно очень требовательный к питанию, чтобы постоянно хорошие вольты были. И нихуя там колебаний никаких не было. Может он из-за этого так мудово работает. А мой не настолько чувствительный, ибо слабый. Читал статью про полностью мясную диету. Выяснил, что 95% из 2029 участников заметили улучшение самочувствия, а диабетики улучшили индекс массы тела и уменьшили количество принимаемых препаратов типа инсулина. Ничего не могу сказать, сам сбалансированно ем. Надо G-Shock, чтоб крепкие были. Ну, у них вид спортивный, просто не каждый такой любит. Недавно как раз модели у Casio изучал, чтоб деду на DR подарить. А тебе можно в биткоинах или Monero задонатить? Ну, в биткоинах можно через вот эту криптодонатилку. Ссылка есть в описании трансляции, ссылка есть в описании трансляции на Твиче. А вот Monero не знаю, принимают ли они. Я не знаю, я не верю, что какая-то диета такая, где ты жрешь только мясо там или что-то, может быть здравой. Ну, сейчас слабо верится. Чи користувався ти Тіндером? Ні. Тогда, когда я знакомился, это было только зарождение всех этих цифровых знакомств. Є якісь цікаві історії? Ні, нема. Я вживую всегда знайомився. В городе, если в доме пенсионеров жить, то все соседи умрут и норм. Ну, смотря где жить. Так в этом-то и фишка, что контринтуитивно. Ну, инуиты, например, только мясо едят, чувак. Мы с тобой шо? Инуиты. Мы с тобой чё, блядь, полжизни жили на другом континенте, что ли? Мы и индейцы, что ли, американские. Мы же не инуиты, нихуя. Инуиты, наверное, и молоко пить не могут, да? А мы можем, ну я. Зараз новий тренд в похуданні. Одна іпсошечка і нема грошей на їжу, так і живеш. У мене що случилось з ТикТоком, он мне теперь постоянно показывает видео губастых гадалок, тарошниц. За что? Денчик, ты уже в своих годах ощущаешь, что метаболизм замедляется и вес растет быстро? Чи пока не? Я много других проблем замечаю, но это и не замечаю. Я тиктоки поудалял с телефона и компа. Как по мне, так это для слабоумных. Там столько дичи, ну правда. Я себя именно к таким и отношу, поэтому не удаляю. Де знайти татарку в Україні? Питання. Ну а кримська татарка тебе влаштує? От як Умеров така. Умеров, но жінка. Открывал мемуары Залужного, спрашивает Дашал, с которым мы это уже когда-то обсуждали в Дискорде. Если да, стоит ли их приобретать? Очевидно, нет. Ты же видишь, что никто, блядь, нихуя о них не пишет. Я их не читал, ну, реально, да, не читал далеко, только начало. Но очевидно, что это хуета. Ща. Я, блядь, разгребу хлам. Давай вот, блядь, откроем, но на любой чисто странице. Ну, чисто, чтобы узнать. Вот. Да. Кто не верит фактам, вот Залужный. Ну, тут хорошо его изобразили. Так, ну, давайте просто вот тут, нахуй, откроем. Вот просто тут. Тут, но сначала. Тут умер Брежнев, блядь. Ну, короче. Просто не за що зацепиться. Літо 2000-го закрутило мене у вир нових клопотів. Наші з другом, думав з дружиною, наші з другом мрії здійснилися. Нас призначили командирами рот. Я такого гладоволакаса видел. В одному батальйоні. До нас прибули нові командири і його заступник. Якщо про останнього, який був нам якщо про останнього, який був нам заступником з виховної роботи, ми не знали нічого, то командир був нам знайомий. Він прибув із сусіднього факультету. Людина прагматична і цілеспрямована, переможець найрізноманітніших соцзмагань та оглядів конкурсів. Його рота була найкраща майже в усьому. Відразу зазначу, за всієї поваги до цього чоловіка і керівництва інституту вистачило його ненадовго. Та тоді ми з другом зрозуміли, що буде нам дуже нелегко. І не помилилися. Для розміщення новому батальйону виділили дуже стару казарму, де раніше перебували підрозділи забезпечення. Її давності і убогості могла позаздрити хіба стара їдальня, що кілька років стояла закинутою. Третій поверх явно добудовували в часи розвинутого соціалізму. І в цьому забутому богом місці треба буде обладнати класи і кабінети, туалети і Піздець, ні? Слушайте, блядь. Давайте дальше, ну щось там. Ой, ні, це вже конець. Ну, конець прям не надо. Колись давно, коли влітку сонце здавалося набагато теплішим, а небо яснішим, коли хмаринки обов'язково
ставали недосяжними чудернацькими тваринами або химерами, я мріяв, милуючись цією красою під шелестіння величезних дерев у дідовому березі, слухаючи кумкання жаб і топчучи м'яку траву, я намагався уявити себе десь там, далеко-далеко, в іншому місці, де міг би бути не третєкласником, а кимось іншим. Хотілося і злетіти вище від цих високих дерев, і перенестись на іншу планету, і швидко вирости. І ще багато чого. Яка тонка душевна організація у генерала, да? Це було далеке дитинство і справжнє щастя. Саме тоді, у те благословенне літо, я цілком щасливий учень, що відпочивав на канікулах у дідуся і бабусі, збирався зі своїми друзями-однолітками на риболовлю. Майже всі приготування були завершені, і я, поглядаючи через вікно на хвіртку, з нетерпінням чекав на друзів, щоб усім разом поринути в те щастя. Коли я вкотре, интересно, там был этап про его обучение в Одессе, я пролистал просто. Интересно, ну наверняка ж про Арестовича он там не написал. Коли я вкотре глянув, у небі загриміло, вмить стало темно і полив дощ, рясний, довгий, теплий літній дощ з перекатами гуркоту у небі і спалахами блискавок. З вудкою і рибальським приладдям ми залишились на самоті. Стало очевидно, сьогодні шансів у нас немає. Чому я повертаюся зараз у той день? Бо гучна і густа літня злива із спалахами блискавок змінила моє життя. Коли потоки води з чималими бульбашками, пропливали під вікнами нашої старенької хати, я виніс у сіні свою вудку і понуро повернувся назад. Було темно попри те, що ранок. Старенькі бабуся з дідусем не дозволяли під час грози вмикати світло. Тому я попрямував до великої кімнати, де було найсвітліше, у пошуках занять, щоб притлумити свою нудьгу. У кутку на підвіконні зауважив дещо, чого раніше там не було – книжку. Звичайно, книжок у моєму житті вже трохи було. Я 3 роки провчився у школі і кожен рік приносив мені нові підручники. Але в тій напівтемряві, під шелестіння потоків води за вікном, у тому розпачі, що заволодів мною, ця книжечка була як сонце, як скарб і як світло. Шелі плейбой? Спершу я поклав на неї руку. В цей час знову гримнуло. Автоматично забрав долоні, мов опечений, але вже в наступну мить вхопив книжку і влаштувався біля вікна. Вона була геть нова, ще й пахла друкарською фарбою. Роман Раїси Іванченко «Золоті стремена» про боротьбу наших славних предків з навалою золотоординців. Я занурився у читання, історія мене... Короче, я устал, полная хуйня, ну реально... Я это не читаю, я это, блядь, придумываю, пацаны, на ходу. Если как ты себя чувствуешь, если какая-то мотивация, какие-то надежды, ну и, честно говоря, очень маленькие, ну как и всегда. Если есть какие-то варианты на неожиданные, непривычное развитие событий в стране и в мире. Ну, ты знаешь, вот предчувствие чего-то такого есть, но реально объективных надежд, которые можно было бы как-то более адекватно и более уверенно и более аргументированно сформулировать, да, как-то и обусловить чем-то, то такого нет, да. Вероятно, будет плохо і даже хуже, правда? Да. Прочитав нещодавно старий порядок та революція Токвіля і підтвердив своє переконання, що революція лише виставляють на показ зміни, що відбулися до неї, та посилюють їх. І з'явилося питання: ти вважаєш, що різкі зміни у суспільстві, політичні, соціальні, можливі? І чи можливий різкий перехід від однієї моделі до іншої піти суспільству на користь? Ну, в долгосрочной перспективе сложно доказать, утвердить нет. Но в краткосрочной однозначно это всегда кризисная ситуация. Это если отвечая, да, на революционные перемены. Ну, то, что все такие процессы имеют инерцию, да, это правда. Ну, в общем, я не знаю, что... Ну, у тебя тут один, по сути, вопрос. То на него я ответил. Возможно, это будет в новостях, нет. Но забавная история, как вчера ЗОВ убирали, а когда это в новостях засветилось, то все вернули. Веселая ночь была у работников. Да, притом я как-то сразу вот поверил, что убирают реально там на ремонт, блядь, на что такое. Или реально поставить «Мы вместе». Ну, чтобы вы понимали, «Мы вместе» не «Мы вместе» с Америкой, это «Мы вместе» — это годовщина аннексии Крыма, да. И да, пришлось назад возвращать. Но я решил, что эта новость недостойна упоминания в новостях. Блядь. Это одну новость, которую я не выписывал, это про пропажу и убийство какой-то эскортницы чи вебкамщицы, какой-то девочки из Украины в Дубае. Бо как-то не до конца с ней ознакомился. Ну не то, что Валера что-то мелит, просто не знаю, это не то, конечно, что я хотел бы прочитать. И, наверное, типа, вторую часть я покупать этого не буду. Ну, не вкладывает он туда душу, пишут клерки. Хуйня, короче. Ну и так, конечно, критично, как вы, я не настроен.
Здорово, у нас сегодня на районе со всех сторон блокпосты ставили. Не боишься, что до дому придут? Я живу, блядь, в Кракове. Куда, думаю, в Краков придут? Пока что вряд ли. А что бы ты хотел там прочитать? Да что-то, что интересует всех нас, да, украинцев. Что-то о сути того, что происходило. Что-то, чего мы еще не слышали о процессах, которые происходили за время этой войны. Да или хотя бы, ну ладно, до нее. Но читать о том, как его возбудили, причем явно выдуманную хуйню. Ну, то есть там у меня небольшой жизненный опыт. Но я чувствую, что эта хуйня выдумана, да. Ну, мне кажется, этого достаточно, чтобы эту фальшь определить, да. Хотелось бы почитать о чем-нибудь другом, ну точно не о выдуманной какой-то еще и плохо, ну не плохо с точки зрения, на мой взгляд, вкуса, да, плохо описанных каких-то грозах, там, детских переживаниях, юношеских каких-то там потрясениях и так далее. Ну вот и все. Да, мне сказали, что там это не Варшавское воеводство, а какое-то, блядь, еще какое-то воеводство. Ну я тогда наугад сказал, пацаны, я не знаю, какое это воеводство. Я просто живу, а политикой я не интересуюсь. Вот. Мазовия, Мазовецкая. Это ж первый том из его трилогии, вайбы как трилогия интервью Пригожина в день путча. В итоге вышло только одно, и все забыли. Я помню, но там вроде не трилогия, а два, да, по-моему, должно было быть. Да не, он выпустит их точно, но просто явно видно, что это для монетизации. Еще и оно, ну, низкую ценность, как и реально произведение какое-то искусство носит, информационную ценность тоже низкую. Ну, короче, денег жалко. Не хочу обогащать, блядь, такого человека, который так нагло пытается обогатиться. Я лучше куплю книгу Арестовича. Он хотя бы фрик интересный. По задумке рассказывает о своей жизни до поста, как, например, у Обамы две книги есть до и его время. Да, что-то я сомневаюсь. Стиль просто такой, да, даже то, что до, ну, наверное, можно было рассказать что-то более интересное. Ну, тоже, я, конечно, сужу, не прочитавший все, но, блядь, оно все вот так выглядит. Мы там в казарме то чинили, это чинили. Если претензия в том, что бездушно, да бездушно, бесталанно, неинтересно, и, ну, понимаешь, ладно бы это, типа, было норма, если бы это была какая-то, ну, вообще, типа, звезда, абсолютное достижение, которое неоспоримы. Это же не так. То в этом смысле, наверное, и не так интересно читать о том, как такая личность сформировалась, потому что такая какая. Не, ну, конечно, там, наверное, хороший генерал, хотя они военные, мне сложно дать оценки. Но при этом мемуары такие, будто бы он вообще, ну не то що Паттон, я даже не знаю кто. Хіба воно йому якісь реальні гроші, серйозні гроші приносить? Хто це купує? Я думаю, що там, ну, во-первых, когда я пытался купить, все выкупили нахуй примірники у этой Вавилонской библиотеки, блядь. Партия слуга вебкама. Считаешь ли ты, что идеи со времен Евромайдана сильно изменились? То есть раньше это были идеи о демократии, европейских ценностях, равенстве, справедливости, а сейчас это все скатилось, по сути, к идеям об армии, мове и вире. Я не знаю, что тебе сказать. Где скатились, типа? У кого скатились? Ты спроси всех этих людей, да, которые в информативном украинском от всем мейнстриме, да, то есть как принято, то они все выступают за то, что ты написал. Демократии, европейских ценностях, об этом там регулярно говорит сам президент, равенстве, справедливости. А скатилось ли оно? Ну, то есть его и тогда особо не было, и сейчас нет. То сложно сказать. Ну, то есть по сути. У Марьяны появился фан-клуб в Телеграме с фейками на нейронке в духе цисястой годки. Ну, я и не могу простить, что она нас проигнорировала. О, пацаны, кстати, давайте еще раз скооперируемся. Новый полез, новый полез. Полез новый. Полез новый капитально, бо надо в следующий созыв может попасть. Полез такой прогрессивный народный депутат на YouTube. Поверьте, это зрелище тяжелое. Стеклянные глаза, читают стеклянный текст, притом явно видно, что в обычной жизни, в бытовом своем общении он говорит на русском, поэтому выглядит это еще тяжелее. Полез народный депутат Залезняк. Звезда Телеграма, но совсем не звезда Ютуба, там до 1000 просмотров на видео. Полез на YouTube, уже выпустил 2 видео. Давайте проведем еще одну такую же спецоперацию у него в комментариях. Я напишу коммент приглашения, и мы все его залайкаем, как вам идея. Народний депутат Залізняк, відомий в Телеграмі як Залізний нардеп. Мар'яну в Дубаях захуярили, ти все перепутал. Не, без угла якесь інтерв'ю десь там було, ну я не знаю, що там по відео, ну їх смотреть тяжело. Но в них хотя бы есть какая-то ее мысль. А вот у нардепа Залезняка мыслей нет вообще, непонятно. Ну, то есть я не выдержал, ну, реально даже минуты посмотреть. То есть ты включаешь, и это чтение текста. Сложно сказать, о чем видео его. Вы не запугивайте себя раньше времени. К тому же это такой прогрессивный депутат.
Я уже даже не помню, от какой фракции, от голоса, да? От голоса Б или от голоса М. США зашкварили Ваканду. Я задумался, может это тоже хорошая тема для видео. Ну просто, не знаю, есть целый канал украиномовный, посвященный, вы не поверите, Руанде, да, Родезии. Это смешно, это вызывает смех капитально. Ладно, короче, сука, не хочется, но нужно. Не знаю. Смешно было, что, ну, Руанда. Руанда и Зегабе. Так, короче, дело к ночи. Ну все, друзья, конец подкрался к стриму, незаметно. Люблю вас, целую, спасибо тем, кто донатил. Спасибо тем, кто писал в чат. Спасибо за дискуссию. Спасибо тем, кто дотерпел до конца. До встречи послезавтра. Берегите себя, видите, обещается Хулион Дронов. Люблю вас, целую, друзья.